Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень теплые, очень мягкие детские пинетки. Данные пинетки в мастер-классе я вязала на детскую ножку. Длина ступни где-то примерно 11-13 сантиметров. Ну или это соответствует где-то примерно возрасту, я думаю, от 4 до 8 месяцев. В процессе вязания каждый провязанный участок я вам буду измерять в сантиметрах, поэтому на основе данного мастер-класса эти пинетки вы сможете связать и на большую, и на меньшую длину ступни. И теперь смотрите, в мастер-классе свои пинетки я буду вязать из пряжи Атрико Альпака. Пряжа идет очень мягкая, очень приятная, и данная пряжа отлично подойдет для вязания детских изделий. Значит, смотрите, номер цвета розовый, вот этот такой темно-розовый, 304. Бирюзовый цвет это номер 303. По составу, значит, смотрите, состав идет прям максимально натуральный. Это у нас будет идти состав пряжи 20% шерсть, 70% хлопок и 10% антипилинг. Вес мотка 50 грамм и метраж, длина у нас получается 100 метров на 50 грамм. Пряжа, как я сказала, идет мягкая, абсолютно не колючая. То есть это у нас идет такой как шнурочек хлопковый, который набит вот внутри, вот этот пушок, это у нас идет шерсть. Поэтому обратите внимание вот на данную пряжу для вязания вот как раз таки детских изделий. То есть еще раз, это у нас пряжа Атрико Альпака. И свои пинетки вот из данной пряжи в мастер-классе я буду вязать на круговых спицах. Длина спиц от кончика до кончика 60 сантиметров и диаметр спиц 3 миллиметра. По расходу, смотрите, на экране я вам сейчас подпишу, сколько понадобится пряжи, и подпишу общий вес пинеток, ну вот с данной вот как раз таки отделкой. Ну, вы видите, у нас идет основной цвет, и совсем немножко нам понадобится дополнительного цвета на вот эту обвязку и для вот вязания бантика. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные пинетки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. Вязать свои пинетки я буду вот на круговых спицах. Диаметр спиц 3 миллиметра. Длина у меня в данном случае идет 60 сантиметров. Вы можете брать любую комфортную длину для вас. И сейчас набирать петли я буду сразу на вот 2 спицы для того, чтобы наборный край был эластичным. И сейчас вот на 2 спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста для своих пинеток я наберу 38 петель. Если вы вяжете пинетки на меньший размер, можете набрать на 2 или на 4 петельки меньше, нежели вот сейчас набираю я. Итак, на спице я набрала 38 петель. И вот теперь аккуратно одну спицу я вынимаю. Так, и теперь буду приступать к вязанию первого ряда. Сейчас начинать вязание мы будем с манжета. А манжет я этот буду вязать обычной резинкой 1 на 1. Поэтому сейчас первую кромочную петлю я снимаю, после чего я сейчас буду провязывать одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную, лицевая петля, изнаночная петля. Таким образом мы сейчас довязываем до конца первый ряд, провязывая одну лицевую петлю и одну петлю изнаночную.
В конце ряда на протяжении всего вязания последние кромочные петли мы будем провязывать изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на обратную сторону. И теперь с этой обратной стороны мы первую кромочную петлю снимаем. И теперь мы все петли будем провязывать по рисунку. То есть лицевые петли я буду провязывать лицевыми, изнаночные петли я буду провязывать изнаночными. Одна лицевая петля и одна петля изнаночная. Таким образом, провязывая, получается, резинку 1 на 1, мы вяжем необходимую высоту манжета. Сейчас эта высота моего провязанного манжета будет равна 34 провязанным рядам. Сейчас самостоятельно я вывяжу этих 34 ряда. Далее подключусь и измерю провязанный участок в сантиметрах. Итак, я провязала всю необходимую высоту манжета у наших пинеток. И как я говорила, здесь в моем случае у меня провязано 34 ряда. И если в сантиметрах провязанный участок равен, ну вот смотрите, где-то примерно 13-13,5 сантиметров высота провязанного вот этого манжета. И я сразу сейчас буду приступать к вязанию мыска. Вязать свой мысок я сейчас буду из центральных 12 петель, поэтому 38 петель общее количество. Минус 12 петель это петли мыска, остальные петли я делю на 2 боковых части. Ну и вот в моем случае это получается 13 петель одна боковая часть, 12 петель мысок и 13 петель вторая боковая часть. Если вы набирали меньшее количество петель, так как пинетки вы вяжете на меньший размер ножки, то этот мысок можно вязать из 10 петель, можно вязать из 8 петель. Это если вы вяжете совсем на маленького новорожденного ребенка. Ну вот я сейчас свой мысок вяжу из центральных 12 петель. Поэтому я сейчас беру полотно. То есть вот смотрите, идет нить у нас от моточка, вот идет наборный кончик нити. И теперь я должна на круговую спицу просто переснять, не провязывая петли первой боковой части. То есть получается, я сейчас переснимаю на правую спицу 13 петель. 13 петель я пересняла, и вот эту спицу я сейчас откладываю. Теперь смотрите, мы с вами для вязания мыска должны сейчас взять нить или из середины моточка, или если есть, можно взять нить от второго мотка. Я беру вот нить от второго мотка, кончик этой нити я просто прикладываю к краю, и вязать мысок я сейчас буду на 2 чулочных спицах. Также диаметр спиц я взяла 3 миллиметра. И теперь вот получается, это у нас будет идти лицевая сторона полотна. Я провязываю 12 петель мыска на чулочную спицу, и эти петли я сейчас провязываю лицевыми. Вот 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петлю мыска я сейчас провяжу изнаночной, так как это будет сейчас идти кромочная петля края. Так, и вот здесь от второй боковой части у меня осталось 13 петель. И эту круговую спицу я также сейчас могу отложить, так как мысок я сейчас буду вязать на 2 чулочных спицах. То есть сейчас вязание я сразу переворачиваю на изнаночную сторону и приступаю к вязанию, получается, уже второго ряда мыска. Первую кромочную петлю я снимаю и далее провязываю петли лицевые в изнаночном ряду. Последнюю 12-ю петлю в конце каждого ряда вот мы сейчас будем провязывать изнаночной петлей, и вязание снова переворачиваю на лицевую сторону. То есть вот с лицевой стороны у нас уже получилась одна провязанная платочная дорожка. То есть таким образом я сейчас самостоятельно буду вывязывать всю длину мыска, провязывая все петли лицевые и в лицевом, и в изнаночном ряду. И здесь
В моем случае длину этого мыска до убавок я сейчас провяжу всего 10 платочных дорожек. Ну или вот это будет соответствовать длина мыска, равная 20 провязанным рядам. Это до убавок. Далее мы еще с вами будем делать убавление петель так, чтобы наш мысок заужался. То есть вот здесь этот носик был более узким. В любом случае сейчас я вывяжу эту высоту, далее измерю провязанный участок в сантиметрах. Итак, я провязала длину мыска, равную вот здесь 10 провязанным платочным дорожкам. И на данном этапе высота провязанного участка равна 5 сантиметрам. Ширина мыска равна, ну вот смотрите, где-то 5,5 сантиметров. Теперь я буду этот мысок немножечко заужать. Делать я это буду следующим образом. Лицевая сторона полотна. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. И далее в начале ряда следующих 2 петли после кромочной я должна сейчас провязать как 2 петли вместе лицевой петлей. Провязала. После чего провязываю все остальные петли лицевыми, не довязывав до конца ряда последних 3 петель. Когда в конце ряда у нас остаются 3 петли, вот по порядку, если первая и вторая петля, я также вот здесь провяжу сейчас этих 2 петли вместе лицевой петлей. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны никаких убавлений я делать не буду. Здесь я сейчас просто провяжу все петли до конца этого ряда лицевыми. Кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной. И вязание переворачиваю сейчас снова на лицевую сторону. И опять в лицевом ряду в начале и в конце ряда я буду делать убавление петель. Первую кромочную петлю я снимаю, далее следующих 2 по порядку петли я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей. То есть в начале ряда я убавила 1 петельку. Далее опять провязываю все петли лицевыми, не довязывав до конца лицевого ряда последних 3 петель. Первую и вторую по порядку петлю я провязываю вместе лицевой петлей, последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. И вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны я сейчас должна провязать просто все петли лицевыми. Кромочную провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Сейчас с лицевой стороны я сделаю последнее убавление петель. Точно так же кромочную снимаю. В начале ряда 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Далее лицевая, остается 3 петельки. Первую и вторую петлю в конце ряда я провязываю вместе лицевой петлей, кромочную провязываю изнаночной. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны я провязываю петли лицевыми, кромочную провязываю изнаночной. И все, это я сейчас провязала всю длину мыска. На спицах у меня осталось вот 6 петель. Ниточку здесь мы можем уже обрезать. Вот это та нить, которой я вязала мысок, она нам больше не нужна. И вот таким образом сейчас выглядит наше вязание, то есть мысок, 1 и 2 боковая часть. И длина мыска сейчас у нас равна, ну вот смотрите, где-то получается 6,5 сантиметров. Если вы вяжете пинетки на меньший размер ножки, то соответственно вот эту длину мыска вы также сейчас должны провязать меньшее количество сантиметров. Теперь смотрите, мысок я сейчас откладываю. Так, и я теперь должна вернуться вот в начало нашего вязания, то есть петли первой боковой части. Вот пропустив мысок, я обратно возвращаю на левую круговую спицу. То есть петли переснимаю с правой спицы на левую. И теперь мы с вами сейчас будем приступать к вязанию подъема.
Поэтому, в принципе, сразу, опять же, мысок я отложила, ниточку здесь я не обрезала, полотно я держу лицевой стороной вверх. И теперь петли первой боковой части, у меня их 13, я должна провязать лицевыми петлями, так как подъем я буду вязать также платочной вязкой. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю, далее провязываю 12 лицевых петель. То есть это я вяжу петли первой боковой части до мыска. Лицевая, лицевая. Последнюю петлю я также вот здесь провязываю лицевой, то есть вместе с кромочной всего здесь у нас получается 13 петель. И теперь мы должны пересчитать вот здесь провязанные платочные дорожки мыска, то есть сколько всего этих платочных дорожек у меня в итоге получилось. А у меня здесь всего провязано 13 платочных дорожек, поэтому получается вдоль этой линии мыска мы поднимаем то же количество петель, сколько вот здесь у нас провязано платочных дорожек, но плюс еще одну петлю мы с вами должны поднять. Вот смотрите, одна вот последняя провязанная петля, вот идет нить, где мы присоединяли ниточку для вязания мыска. Если мы за нее потянем, мы увидим вот эту первую нашу кромочную петлю мыска, вот она у нас идет. И вот здесь, чтобы в этом месте не было дырочки, я дополнительно подниму еще плюс одну петлю, поэтому 13 петель вдоль линии мыска плюс 1 петелька, то есть итого вдоль одной боковой линии я сейчас должна поднять 14 петель. Так, ну вот где-нибудь вот здесь я сейчас эту петельку поднимаю и провязываю лицевой. Это я подняла первую петлю, и дальше петли я буду поднимать по кромочным. То есть вот идет нить, где я присоединяла как раз таки ниточку для вязания мыска, то есть идет первая кромочная петля, и из нее я вынимаю, получается, уже вторую петельку. Далее третья петля, четвертая, пятая, двенадцатая, 13 и вот идет 14 петля. То есть вот здесь я сейчас подняла 14 петель. Далее 6 петель, которые вот здесь у нас расположены на чулочной спице, и этих 6 петель мы сейчас должны провязать лицевыми петлями. Лицевая, лицевая. Последнюю петлю также провязываю лицевой, и чулочные спицы мы можем уже убрать. Дальше круговую спицу вот я вытаскиваю здесь, образуя петельку из лески, и вдоль второй боковой линии мыска я также сейчас должна буду поднять 14 петель, то есть то же количество, что и с первой боковой части. То есть вот здесь я поднимаю сейчас первую петельку, вторая петля, третья, за 2 стенки кромочной петли, вот 4 петля, 5 и так далее. Тринадцатая петля. Так, и вот здесь где-нибудь стеночку эту я поднимаю и провязываю как вот скрещенную 14 петельку. Вот 14 петель я подняла, после чего у нас идут 13 петель, это петли второй боковой части, и этих получается 12 плюс 1 кромочная петля мы должны вот провязать сейчас лицевыми. То есть всего 13 петель, а 13 петлю я провязываю изнаночной, так как это идет кромочная петля края. То есть все, я сейчас, получается, подняла все петли, и если эти петли сейчас пересчитать, то у меня получается, значит, смотрите, 13 петель 1 боковая часть, вот здесь вдоль одной линии мыска я подняла 14 петель, 6 петель у нас оставалось на чулочной спице, ну и соответственно с другой стороны 14 и 13 петель. Итого на спицах у меня расположено, получается, 60 петель. Из этих 60 петель я сейчас буду вывязывать высоту подъема. Полотно я держу изнаночной стороной вверх к себе, и с изнаночной стороны первую петлю я снимаю и далее провязываю
все петли до конца ряда лицевыми. Итак, вот я довязываю ряд до конца. Последнюю вот здесь петлю в конце изнаночного ряда я провязываю изнаночной. И вот я провязала, получается, ряд с изнаночной стороны лицевыми петлями. И с лицевой стороны у нас получилась уже провязана одна платочная дорожка. То есть сейчас опять вязание я держу, получается, уже лицевой стороной вверх. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее с лицевой стороны мы будем также провязывать сейчас все петли вот до конца ряда лицевыми. То есть подъем мы вяжем платочной вязкой, и все петли и в лицевом, и в изнаночном ряду мы должны провязывать лицевыми петлями. И если я сейчас посмотрю вот на готовую пинетку, высота этого подъема у меня сейчас будет равна 5 провязанным платочным дорожкам. Если вы вяжете данные пинетки на меньший размер ножки, то можно провязать и 4 платочных дорожки, ну или соответственно 8 рядов. Ну а я сейчас, получается, должна самостоятельно провязать еще 4 платочных дорожки, так чтобы в итоге у меня высота подъема была равна 5 провязанным платочным дорожкам, ну или 10 провязанным рядам. Итак, я провязала подъем равный, как я говорила, 5 провязанным платочным дорожкам. Так, и высота провязанного участка у нас сейчас равна, ну вот смотрите, где-то примерно 2,5-3 сантиметра. Теперь мы с вами будем приступать к вязанию вот этого бортика. Этот бортик у нас идет просто такой декоративный, поэтому в принципе вязать его не обязательно. Но я его вязать буду, поэтому полотно моей пинетки вот я сейчас держу лицевой стороной вверх. Нить вот нашего основного цвета мы не обрываем. И сейчас мы должны взять нить контрастного цвета. Кончик вот контрастной нити я сейчас просто прикладываю к краю. И вот первую кромочную петлю провязываю лицевой. После чего мы сейчас с вами будем провязывать с лицевой стороны все петли до конца ряда лицевыми. То есть вот лицевыми петлями вяжем вот весь этот ряд. Я довязываю ряд до конца. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Вязание я сейчас переворачиваю вот на изнаночную сторону. А с изнаночной стороны контрастным цветом мы сейчас будем провязывать все петли изнаночными. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю. И далее в изнаночном ряду все петли до конца ряда вот мы сейчас будем провязывать изнаночными. Это мы с вами сейчас вяжем второй ряд. Всего этих рядов я провяжу 6. Поэтому вот получается 3-й лицевой, 4-й изнаночный, 5-й лицевой и 6-й изнаночный ряд провяжите самостоятельно. С лицевой стороны вяжем петли лицевыми, с изнаночной стороны провязываем все петли изнаночными. Итак, после вывязывания подъема контрастным цветом я провязала участок полотна лицевой гладью. Здесь у меня всего провязано 6 рядов. Теперь мы будем формировать, скажем так, вот этот кантик у наших пинеток. Теперь мы будем соединять вот эти, видите, вот, скажем так, розовые петли с петлями, которые вот у нас расположены на спице. И соединять эти петли, провязывать их я буду сейчас с вот нитью основного цвета. Поэтому нить вот этого розового цвета я кладу вовнутрь, в изнаночную сторону. Ну, вот можно в сторону ее отложить, так. И теперь мы с вами должны поднять, ну вот сначала кромочную, именно петлю края я поднимаю. Эту петлю сейчас одеваю на левую круговую спицу. И вот нашим основным цветом я сейчас провязываю 2 петли вместе лицевой петлей. Так, провязала. Теперь иду вот именно в то место, откуда мы начали
вот именно провязывать первый ряд. И вот после кромочной петли у нас по порядку идет следующая вот розовая петля. Эту петлю я сейчас поднимаю на спицу. Смотрите, правая стенка лицевых петель у меня расположена за работой, поэтому эту петлю я одеваю так вот, вот так, чтобы правая стенка поднятой петли также располагалась за работой. И далее нашей основной нитью вот мы сейчас провязываем 2 петли вместе лицевой петлей. Так, дальше идет вот следующая петля, ее я также поднимаю, одеваю эту петлю сейчас на левую спицу и 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Опять смотрим с изнаночной стороны. Следующая петля, вот она у нас идет. Эту петлю поднимаю на левую спицу и опять 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. То есть по порядочку каждую петельку мы сейчас будем вот поднимать на левую спицу, после чего провязывать 2 петли вместе лицевой петлей. И опять следующая петля, и ее я поднимаю на левую спицу и 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. То есть вот мы соединяем вот 2 края, и у нас такой получается, как образуется такой валик небольшой. И таким образом мы сейчас полностью должны довязать до конца этот ряд, соединяя 2 вот этих края полотна. И вот я практически уже соединила 2 края, то есть довязала этот ряд до конца. То есть вот у меня осталось провязать буквально 2 последних петли. Так, и вот кромочная осталась петелька, поэтому здесь также с этой стороны я поднимаю именно кромочную петлю края. И вот провязываю сейчас 2 петли вместе последних изнаночной петлей. Все, я соединила полностью вот 2 розовых края между собой, провязав этих 2 края вот нитью основного цвета. Поэтому вот здесь, в этом месте, розовая эта нить у нас от моточка, мы ее, эту нить, оставим чуть подлиннее, так как в конце, когда мы полностью свяжем пинетку, мы будем сшивать еще этой розовой нитью вот здесь вот этих 2 края. Поэтому небольшой кончик мы должны сейчас оставить, а остальную нить мы можем уже вот обрезать. И как я говорила, сейчас итого на спицах у меня расположено 60 петель. И теперь я сразу сейчас буду приступать к вязанию подошвы. Подошву я буду вязать сейчас из центральных 12 петель, то есть из того же количества петель, из которого я вязала мысок. Поэтому опять все петли мы делим на 3 части. 12 петель это петли подошвы, и оставшиеся петли я делю на 2 боковые части, и это у меня получается 24 петли 1 боковая часть и 24 петли 2 боковая часть. Поэтому с учетом того, что полотно я сейчас вяжу вот именно на круговых спицах, я здесь вот смотрите, ниточка с этой стороны у меня расположена здесь. Эту нить мы также можем уже вот обрезать. И вот смотрите, лицевая сторона вверх. Я перетягиваю вот наши петли на обратную сторону. Так, и теперь я должна просто переснять, получается, вот здесь с левой спицы на правую 24 петли. Это петли первой боковой части. И эти петли я сейчас просто переснимаю на правую круговую спицу, не провязывая. Итак, я пересняла 24 петли, получается, на правую спицу. Следующих центральных 12 петель это будут сразу идти петли подошвы, поэтому я беру вот ниточку от моточка, кончик этой нити я сейчас просто прикладываю к краю, и вот первую петлю подошвы я провязываю лицевой. Далее у меня идет 2 петля подошвы, ее также я провязываю лицевой петлей. 3-я, 4-я петля подошвы, 5-я, 6-я, 7-я,
11 петля подошвы, и дальше у меня идет 12 петля подошвы, и после чего идут вот 24 петли, это петли второй боковой части. Сейчас мы с вами будем последнюю петлю подошвы провязывать вместе с петлей боковой части. Когда мы заготовку нашей пинетки будем держать лицевой стороной вверх, 2 этих петли мы будем провязывать с вами 2 петли вместе изнаночной петлей. Это с лицевой стороны. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны вяжем опять только петли подошвы. Первую петлю я снимаю. Далее провязываю петли снова лицевыми в изнаночном ряду. Вот вторая петля, третья, четвертая. 11 вот лицевая петля, и вот идет 12 петля. Это как раз таки та петля, где мы присоединяли нить. Теперь с изнаночной стороны последнюю 12 петлю подошвы и первую петлю боковой части мы будем провязывать вот 2 петли вместе лицевой петлей. Провязала, кончик подтянула, вязание переворачиваю на лицевую сторону. Вяжем с лицевой стороны снова только петли подошвы. Рабочая нить, вот мы ее никуда не перекручиваем, она у нас сейчас расположена вот перед работой. Первую петлю я снимаю кромочную и рабочую нить завожу на обратную сторону между первой и второй петлей. И далее снова провязываю петли подошвы лицевыми петлями до 12 петельки. И вот идет 12 петля подошвы и петли второй боковой части. Петлю подошвы и петлю боковой части с лицевой стороны мы провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей. И вязание переворачиваю сейчас на изнаночную сторону. И снова с изнаночной стороны вот первую петлю снимаю, после чего провязываю все петли лицевыми до 12 петельки, то есть до последней петли подошвы. И далее последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части с изнаночной стороны мы будем провязывать 2 петли вместе лицевой петлей. Провязала, и вязание сразу переворачиваю сейчас вот на лицевую сторону. Таким образом мы сейчас будем провязывать всю длину подошвы. То есть получается, убавляя в конце каждого ряда 1 петлю от боковой части. И так мы вяжем эту длину подошвы до тех пор, пока в конце у нас должно остаться от боковых частей 5 петель с одной, ну и соответственно 5 петель с другой стороны. Итак, вот я провязала длину подошвы, и от боковых частей вот с одной стороны у меня осталось 5 петель и с другой стороны 5 петель. Теперь на этом этапе мы дальше продолжаем вязать нашу подошву, только теперь в конце каждого ряда мы будем убавлять сразу 2 петли. Поэтому с лицевой стороны я сейчас провязываю петли подошвы лицевыми, не довязывав до конца ряда 3 петель именно подошвы. То есть у нас остается 3 петли подошвы и 5 петель боковой части. Первую и вторую петлю подошвы я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей, и далее последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части с лицевой стороны мы продолжаем провязывать 2 петли вместе изнаночной петлей, и вязание переворачиваю сейчас на изнаночную сторону. С изнаночной стороны точно так же вяжем все петли лицевыми, не довязывав до конца ряда последних 3 петель подошвы. То есть также остаются вот 3 петли подошвы, ну и вот в данном случае 5 петель боковой части. Первую и вторую петлю подошвы я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей, и последнюю петлю подошвы я провязываю вместе с петлей боковой части, также 2 петли вместе лицевой петлей, это с изнаночной стороны, и вязание переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны мы сейчас точно так же вяжем петли подошвы лицевыми петлями, провязываем все эти петельки,
не довязывав до конца ряда последних вот 3 петель подошвы. Первую и вторую петлю подошвы я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей, последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части я провязываю с лицевой стороны 2 петли вместе изнаночной петлей и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. То есть таким образом сейчас дальше продолжаем вязать подошву. В конце каждого ряда мы сейчас убавляем 2 петли, одну петлю подошвы и одну петлю боковой части. И вот давайте последних 2 ряда провяжем вместе. То есть сейчас на данном этапе у меня осталось 4 петли подошвы и по одной петельке от боковых частей. Первую петлю подошвы снимаю и далее сразу следующих 2 петли я провязываю с лицевой стороны 2 петли вместе лицевой петлей. Далее последнюю петлю подошвы я провязываю вот с последней петлей боковой части 2 петли вместе изнаночной петлей и вязание переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны. Вот первую петлю снимаю, далее провязываю одну петлю лицевую и последних 2 петли это петля подошвы и петля боковой части. Я провязываю сейчас этих 2 петли вместе лицевой петлей, вязание переворачиваю на лицевую сторону. Все, у нас осталось последних 3 петли подошвы. Сейчас смотрите, первую петлю я снимаю. И вот эту рабочую нить я завожу на обратную сторону между первой и второй петлей. Петлю первую возвращаю обратно на левую спицу. И теперь этих 3 петли я должна провязать сейчас 3 петли вместе лицевой петлей. Провязала и последнюю вот эту петельку я сейчас вытаскиваю подлиннее. Спицы можно отложить. Ниточку мы оставляем сейчас вот подлиннее, так как этой нитью мы сейчас будем сшивать заднюю часть наших пинеток. Так, а вот здесь у нас получается в эту нашу последнюю длинную петлю мы продеваем вовнутрь вот эту ниточку, которую обрезали сейчас от моточка, и аккуратно эту петельку затягиваем. Так. Кончики мы можем эти пока вот все положить в изнаночную сторону. Оставить нам нужно сейчас вот эту нить розового цвета, которую, вот я говорила, нужно оставить подлиннее. И теперь мы с вами должны одеть в иголку с большим ушком вот этот розовый кончик нити. Нить я одела в иголку с большим ушком, и теперь начинать сшивать нашу пинетку я как раз таки буду вот с этого розового кантика. То есть я сейчас аккуратно за кромочные петли соединю 2 края полотна. Вот буквально за кромочные петли с одной стороны, с другой стороны. Несколькими стежками, так, чтобы это было красиво и аккуратно. Так, теперь давайте еще раз, и в принципе ниточку эту мы можем уже вывести на изнаночную сторону. В конце нам эту нить нужно будет спрятать. А теперь в иголку с большим ушком мы с вами должны одеть вот эту нить нашего основного цвета. Это вот как раз таки тот кончик нити, которым вот мы вязали сейчас подошву. Поэтому все кончики оставшиеся я кладу вовнутрь, оставляя только, получается, вот эту нашу нить основного цвета. И теперь мы будем сшивать, получается, вот всю длину этого заднего шва. Сшивать длину этого шва мы будем, держа заготовку пинетки лицевой стороной вверх. На том участке, где у нас идет платочная вязка, я буду сшивать этот шов, получается, вставляя иголку в первую петлю от платочной дорожки. То есть вот идет первая платочная дорожка, не за кромочную петлю, а в первую петлю от платочной дорожки вставляю иголку справа налево. Сначала с одной стороны и затем с другой стороны. Первая петля от платочной дорожки, иголку вставляю с другой стороны.
Вторая платочная дорожка с одной стороны, вставляю иголку справа налево. И затем с другой стороны вставляю иголку справа налево. Третья платочная дорожка с одной стороны и третья платочная дорожка с другой стороны, вставляю иголку справа налево. Четвертая платочная дорожка с одной и с другой стороны. И пятая платочная дорожка с одной и с другой стороны. Все, платочные дорожки у нас закончились. Теперь у нас идет участок, где мы вязали резинку 1 на 1. Этот участок я буду сшивать, вставляя иголку также справа налево, но в кромочные петли. То есть смотрите, в одну петлю иголку вставляю и справа налево через соседнюю петлю иголку вывожу. То же самое и с другой стороны. В одну петлю вставляю иголку, через соседнюю петлю справа налево иголку с нитью вывожу. То есть опять вот справа налево в одну вставляю кромочную петлю, в соседнюю петельку иголку с нитью вывожу. Справа налево в одну вставляю, в соседнюю петлю вывожу. Таким образом мы сейчас прошиваем, получается, всю длину этого шва. При сшивании мы обязательно контролируем, чтобы вот здесь два края полотна у нас ровно сошлись между собой. То есть вот в одну вставляю, через соседнюю петлю иголку с нитью вывожу. В одну вставляю, через соседнюю петлю справа налево иголку с нитью вывожу. Итак, я прошила всю длину шва. Теперь, смотрите, мы этот шов должны подтянуть, убедившись в том, что нигде ничего не перетянуто. Так. И теперь еще несколькими стежками я вот здесь соединю два края так, чтобы у нас здесь не было никаких ступенек и переходов. То есть прошью два края полотна между собой. Так, после чего получается вот эту нить, которой я сшивала полотно, и получается это наборный кончик нити, мы должны спрятать вот здесь по вот этой стороне. Ну вот если так пинетку я держу, то есть это получается как бы лицевая сторона. Прячем этот кончик нити самостоятельно любым удобным для вас способом. То есть я этот кончик нити продену чуть дальше от края. С учетом того, что эта нить у нас не расслаивается вот на тонкие нити, поэтому я сейчас вот этот кончик нити также чуть подальше продену и аккуратно свяжу этих две ниточки между собой. И вот как раз таки, когда мы вот этих две нити свяжем между собой, вот этот манжет мы будем отворачивать, и все эти кончики у нас получится, будут расположены вот внутри, в изнаночной стороне этого манжета. Теперь пинетки мы также должны наши вывернуть на изнаночную сторону, и все оставшиеся вот эти кончики, которые у нас есть внутри, мы также должны спрятать по изнаночной стороне. И в принципе, смотрите, данные пинетки у нас полностью готовы, но пинетки я буду украшать вот таким вот бантиком. Делать это не обязательно. Ну вот если для девочки, можно украсить бантиком. Если для мальчика, то можно оставить вот так, как они у нас есть. Сейчас вместе с вами мы свяжем бантик для наших пинеток. Поэтому сейчас на 2 чулочные спицы, диаметр спиц я беру 3 миллиметра. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я наберу на спицы 30 петель. На спице я набрала 30 петель, одну спицу вынимаю. И теперь этот бантик, как вы видите, мы будем вязать платочной вязкой. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю. И далее все петли мы сейчас будем провязывать лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду. Последние кромочные петли мы будем провязывать изнаночной петлей. Вязание переворачиваю на обратную сторону. И здесь с обратной стороны также первую кромочную петлю я снимаю. И далее все петли до конца ряда я буду провязывать лицевыми. Таким образом я сейчас провяжу полотно.
вот в высоту, равную 7 провязанным платочным дорожкам, ну или провяжу высоту этого бантика 14 рядов. Итак, от наборного края у меня провязано 7 платочных дорожек, ну или соответственно 14 провязанных рядов. Высота провязанного участка равна, ну вот смотрите, где-то примерно 4 сантиметра. Ширина у нас равна 15 сантиметрам. Теперь мы будем закрывать петли края. Для того, чтобы край у нас был не перетянут, закрывать петли я буду с помощью накидов. Поэтому первую петлю я снимаю, далее делаю накид, далее провязываю одну петлю лицевую, после чего накид, подхватываю на левую спицу и этот накид протягиваю и спускаю. И первую петлю вот я также протягиваю и спускаю через последнюю провязанную петельку. Еще раз, одна петля на правой спице, делаю накид, провязываю одну петлю лицевую, накид, протянула и спустила. И петлю первую, которая была на спице, протягиваю эту петлю и спускаю через последнюю провязанную петельку. Одна петля на спице, накид, одна петля лицевая, накид протягиваю и спускаю, и петлю протягиваю и спускаю через последнюю провязанную петельку. Таким образом я сейчас закрою все петли этого края. Итак, я закрыла все петли этого края. В конце у меня осталась одна последняя петля. Эту петлю я вытаскиваю подлиннее. Далее нить мы с вами сейчас вот эту от моточка также должны оставить подлиннее. Кончик нити обрезаю. И теперь вот эту нашу последнюю петлю я беру вот и просто нить вот из петельки вытаскиваю. Теперь у нас с вами будет получаться, значит, смотрите, ну вот так я беру полотно, то есть идет вот с левой стороны наборный кончик, вверху с правой стороны вот нить, которую мы обрезали от моточка, и вот эта сторона будет являться изнанкой. Вот нашу эту полоску я складываю, и теперь мы с вами эту полоску должны сшить, то есть вот этих два края между собой. Нить вот эту длинную я сейчас одела в иголку с большим ушком. Вот два края складываю, то есть получается снаружи у меня идет лицевая сторона. И за кромочные петли я сейчас сошью этих два края. То есть вот идет кромочная петля, иголку я вставляю здесь вот от себя. Дальше здесь иголку я вставляю в кромочную петлю к себе. От себя в один край, который дальше от нас. А здесь иголку я вставляю к себе. Итак, вот я прошила длину этого шва. Теперь мы нашу вот заготовку складываем так, чтобы этот шов, который мы сейчас прошили, был ровно в центре. То есть вот будет идти лицевая сторона нашего бантика. И теперь смотрите, что мы делаем дальше. Вот этот наборный кончик нити мы можем отложить. Сейчас мы будем делать вот такую вот здесь в середине намотку, стягивая полотно нашего бантика в середине напополам. Поэтому я беру вот наш шов, заготовку я вот складываю вот таким образом, делая вот бантик как. Вот здесь придерживаю пальчиком, короткий кончик нити откладываю, и более длинным кончиком нити я сейчас буду сматывать в середине это вот полотно наше. Первый бантик, когда вы делаете, вы это можете делать произвольно, так как вот именно по количеству намотов вам больше нравится. Ну а когда вы будете делать второй бантик, просто смотрите визуально, чтобы вот, скажем так, намотка эта в середине была вот примерно одинаково и на одном бантике, и на втором. То есть и по ширине, и по примерно вот количеству оборотов. То есть, ну вот, в принципе, меня все устраивает. И теперь с обратной изнаночной как стороны. То есть вот этот
кончик наборный. Вот тут у меня идет с этой стороны, поэтому вот здесь эта нить у меня по-прежнему еще одета, которой я сейчас в середине вот сматывала бантик. То есть вот этот кончик идет, и с обратной стороны, не лицевой, а вот здесь, где у нас был шов, я эту нить под этой намоткой провожу вот сюда, в другую сторону, получается, от вот этого наборного кончика нити. То есть вот одна нить у нас идет с этой стороны, а вот эта наборная ниточка у нас идет с этой стороны намотки. И теперь просто с этой обратной стороны этих два кончика нитей я аккуратно вот завяжу на узел несколько раз. Ниточку здесь мы можем обрезать вот там, где у нас шла иголка. Далее мы можем взять сейчас крючок и, смотрите, один кончик нити вот под вот намоткой с помощью крючка протянуть вот в одну сторону нашего бантика, а второй кончик нити мы протягиваем в другую сторону. Все, бантик наш готов. На вот этих два кончика нитей мы бантик в центре будем крепить на нашу пинетку. Делать я это буду следующим образом. То есть я беру бантик, и вот у нас идут два кончика нитей, так? И вот дальше, вот здесь, ровно в центре мыска, получается между платочной вязкой и резинкой, вот в центре, с помощью крючка, вот я вставляю крючок, и вот здесь в этом промежутке беру и вытаскиваю сначала один кончик нити в изнаночную сторону, и вот дальше также с изнаночной стороны на лицевую вывожу крючок, и вот здесь рядышком, не в одну дырочку мы выводим этих две нити, а рядышком я вставляю крючок и на изнаночную сторону вывожу второй вот этот кончик нити на изнаночную сторону. Так, теперь смотрите, мы берем вот по изнаночной стороне вот этих две ниточки. Я связываю, смотрите, раз узелок и сразу же второй раз. То есть первый один двойной узелок. Хорошенечко завязываю так, чтобы ниточки не порвать. Далее второй раз связываю и третий раз. Далее две этих ниточки здесь мы можем уже обрезать. И теперь смотрите, что мы должны сделать дальше. Так как если мы так и оставим, естественно, этот бантик будет здесь расположен некрасиво. Поэтому сейчас мы должны взять нить, можно обычную тонкую швейную ниточку, можно взять вот нить, которой я вязала пинетки, ну если есть, вот я говорю, лучше даже обычная тонкая швейная нить подойдет. Хорошенечко этот бантик я здесь сейчас вот поправляю, так, и вот швейной ниточкой на стыке между подъемом и мыском вот здесь в этом уголке мы должны пришить бантик. Вот здесь то же самое здесь. Между подъемом и вот здесь мыском бантик мы должны пришить вот здесь хорошенько с этой стороны. То есть вот у нас будут зафиксированы два вот этих края. Вот здесь и здесь. Но я думаю, друзья, края этих бантиков вы пришьете уже самостоятельно. То есть как это делается, я вам показала, объяснила. И в итоге вот такие вот очень красивые, милые, теплые, уютные пинетки у нас с вами в итоге получились. Пинетки из данной пряжи прям идут максимально мягкие, теплые. Они у нас идут такие прям слегка пушистые. И на ножках малышей данные пинетки будут смотреться очень красиво и нарядно. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока.